Рассматривая расставленные ловушки в лесу, охотник обнаружил старого и слабого волка. Животное лежало без сил, и старик решил ему помочь. Он хотел приручить волка и забрал его к себе в избу с надеждой на будущее. Однако, когда животное окрепло от питания, оно перестало допускать к себе дворовых собак. Охотник осознал, что волку необходима свобода, и с тяжелым сердцем отпустил его обратно в лес. Прошло полгода с того момента, и старик часто вспоминал о своем необычном госте, хотя уже не надеялся увидеть его снова. Но однажды вечером, когда на улице уже стемнело, он услышал волчий вой прямо во дворе. За ним последовал стук в дверь. Ближайшая деревня находилась в нескольких километрах, и старик с некоторой опаской открыл дверь. Однако, за порогом его ожидала лишь замерзшая девушка. В некотором отдалении стоял тот самый волк, которого охотник спас в прошлом. После того, как девушка согрелась, она рассказала, что с ней произошло. Елена приехала в деревню к родственникам и отправилась на прогулку в лес подышать свежим воздухом, где потерялась. Уже во время наступающей темноты она внезапно столкнулась с волком. Однако она не испугалась, поскольку животное выглядело спокойно. Затем волк медленно пошел по узкой тропе, время от времени оглядываясь, как будто зовя девушку следовать за ним. Не имея других вариантов, Елена последовала за волком и оказалась прямо возле избушки охотника. Девушка заночевала у старика, а поутру он проводил ее до деревни. Волк же вернулся в лес и больше никогда не появлялся рядом с людьми. Иногда животные могут проявлять черты, которые кажутся похожими на человеческие. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.